Запах был первым, что чувствовали все, кто подходил к дверям личных покоев королевы. Он не был резким, как у свежей раны, и не пах лекарствами, которыми обычно пропитывались комнаты умирающих. Это был тяжелый, сладковатый запах распада. Густой, застоявшийся, словно сама смерть задержалась здесь слишком надолго. Даже опытные слуги замирали у порога, прежде чем войти. Некоторые прижимали к лицу надушенные платки. Другие просто отворачивались, борясь с рвотным спазмом. За этими дверями умирала женщина, чье имя знала вся Европа. Королева Каролина, супруга Георга II, ум двора, тень за тровом, архитектор политического равновесия Британской империи. Она не была убита, не умерла в родах, не пала жертвой заговора. Ее предало собственное тело. Медленно, почти незаметно. Сначала боль в суставах, потом язвы, потом тьма, поднимающаяся от стоп вверх, сантиметр за сантиметром. То, что придворные врачи называли хроническим недугом, на самом деле было гниением, настоящим, физическим, неумолимым. Эта история не просто рассказ о болезни. Это хроника того, как распад плоти стал государственной тайной, и как империя замерла, пока в одной закрытой комнате тихо разладалась ее королева. Чтобы понять, почему умирание одной женщины превратилось в государственную драму, нужно представить, каким был мир вокруг нее. Британская монархия начала XVIII века еще не была прочной и незыблемой конструкцией. Дом Ганноверов находился у власти всего одно поколение. Легитимность династии вызывала сомнения. Якобитские заговоры тлели под поверхностью, а равновесие между парламентом, короной и народом держалось на хрупком компромиссе. И в центре этого компромисса стояла королева Каролина. Для публики она была образцом сдержанного достоинства, спокойной и образованной супругой короля. Но за закрытыми дверями именно она годами выполняла роль посредника, советника и стабилизатора. Каролина вела переписку с философами, поддерживала ученых, умела сглаживать вспышки ярости Георга II и удерживать двор от внутреннего распада. Многие министры признавались, без нее управление страной стало бы почти невозможным. Именно поэтому ее тело не принадлежало только ей. Состояние королевы было делом государственной важности. Любая сладость, любой намек на физический упадок монарха воспринимался как угроза. Болезни скрывали, симптомы смягчали словами, а правду запирали в спальнях и медицинских отчетах. Королева могла страдать, но не умирать публично, тем более не умирать медленно, унизительно и с признаками распада. К осени 1737 года Каролина официально не здоровилась. Неофициально двор уже жил в состоянии тревожного ожидания. Что-то шло не так, и это что-то нельзя было больше спрятать под парчой и этикетом. Подагру в XVIII веке называли болезнью избранных. Ею страдали короли, философы, генералы, те, кто жил в избытке, ел тяжелую пищу, пил вино и вел малоподвижный образ жизни. Врачи считали ее почти знаком статуса, доказательством того, что человек принадлежит к высшим слоям общества. Но за этим высокомерным мифом скрывалась жестокая реальность. Для Каролины подагра не была внезапным приговором. Она сопровождала ее годами. Сначала редкие приступы, внезапная жгучая боль в стопах, будто в суставы вонзали раскаленные иглы. Затем отеки, покраснение кожи, бессонные ночи. Со временем приступы стали чаще, а боль – постоянной. Но королева продолжала выполнять обязанности, появляться на приемах, стоять часами во время церемоний, не подавая вида. Медицина того времени была бессильна перед истинной причиной болезни. Врачи говорили о разбалансированных гуморах, о застое вредных соков в теле. Каролину лечили кровопусканиями, слабительными, настоями трав, холодными компрессами. Все это лишь ослабляло организм, но не останавливало процесс, происходящий внутри. К середине 1737 года подагра перестала быть просто болью. Кожа на стопах истончилась, стала напряженной, блестящей. Появились первые трещины, крошечные, почти незаметные. Но именно через них в тело королевы начала проникать новая, куда более опасная угроза – инфекция. Сначала небольшие язвы, затем потемнение краев ран, легкий тревожный запах, который еще можно было списать на лекарства и повязки. Врачи избегали прямых слов. Никто не произносил вслух то, что начинало формироваться у них в мыслях.
потому что признать это означало признать, болезнь вышла из-под контроля. С этого момента подагра перестала быть королевской хворью. Она стала началом распада. В королевских покоях существовали слова, которые нельзя было произносить вслух. Слабость, распад. И одно, самое опасное – гангрена. Это слово несло в себе не просто медицинский смысл. Оно означало потерю контроля. А для монархии контроль был всем. К осени 1737 года врачи Каролины уже понимали, что происходит. Они видели изменение цвета тканей, чувствовали запах, который невозможно спутать ни с чем другим. Но ни один из них не решался назвать вещи своими именами. Королева могла страдать, но не разлагаться, по крайней мере, официально. Каждый осмотр превращался в спектакль молчания. Врачи переглядывались, делали осторожные пометки, подбирали нейтральные выражения: воспаление, осложнение, затяжное течение. Придворные слуги чувствовали правду носом раньше, чем ее признавали на бумаге. Они выносили повязки, пропитанные теплой влагой, и старались не встречаться взглядами. Каролина все понимала. Она чувствовала, как меняется ее тело, как боль становится глубже, а иногда наоборот, странно исчезает, уступая место холодной, пугающей пустоте. Это было хуже боли. Это означало, что плоть умирает. Но молчала и она, потому что признание означало бы конец. Ампутация, единственный шанс, была немыслима. Королева без ног, живая, но обезображенная, это было равносильно политическому самоубийству. Да и выжить после такой операции без наркоза и антисептики было почти невозможно. Двор жил в состоянии нарастающего ужаса. Шепот в коридорах, поспешно закрытые двери, тревожные взгляды министров. Болезнь Каролины больше не была личным делом. Она становилась угрозой стабильности государства. И именно в этот момент судьба нанесла новый удар. Тот, который превратил медленный распад в стремительное падение. До этого момента болезнь Каролины развивалась медленно, почти скрытно, как тление под слоем пепла. Но в ноябре 1737 года произошел перелом, после которого времени уже не осталось. В одну из ночей королева испытала внезапную невыносимую боль в животе. Это была не подагра, не суставы, не ноги. Это была ущемленная грыжа, проблема, которую она скрывала годами. Многократные беременности ослабили брюшную стенку. До этого грыжа причиняла дискомфорт, но не угрожала жизни. Теперь же кишечник оказался зажат. Кровоснабжение нарушилось, начался некроз. Если не вмешаться, смерть была бы мучительной и быстрой. Врачи собрались в спешке. Они спорили, взвешивали риски. Понимали, что операция без наркоза и антисептики может убить королеву прямо на столе. Но выбора не было. Каролина уже умирала. Операция, которую позже назовут героической, на деле была актом отчаяния. Сталь рассекала плоть, кровь пропитывала простыни, королева кричала не сдержанно, не по-королевски, а так, как кричит человек, которого режут заживо. Эти крики слышали караульные во дворе. Она выжила, формально, но тело, истощенное месяцами инфекции, не смогло восстановиться. Рана воспалялась, сочилась зловонной жидкостью, температура поднималась. А главное, после операции Каролина оказалась неподвижной. Кровообращение в ногах ухудшилось, и именно тогда распад, который раньше двигался медленно, рванул вперед. Язвы на стопах потемнели, появился характерный сладковатый запах, который больше невозможно было игнорировать. Под кожей начал скапливаться газ, ткани теряли чувствительность. То, что раньше было угрозой, теперь стало приговором. С этого момента врачи уже не боролись за выздоровление. Они пытались лишь отсрочить неизбежное. После операции время словно ускорилось. То, на что раньше уходили недели, теперь происходило за дни. Тело королевы больше не сопротивлялось, оно сдавалось. Лихорадка стала постоянной, пульс слабым и неровным, дыхание поверхностным с едва уловимым хрипом. Но главным очагом ужаса оставались ее ноги. Гангрена вступила в свою последнюю фазу. Стопы почернели полностью, кожа сморщилась, стала сухой и твердой, как обожженное дерево.
Когда врачи осторожно прикасались к ним, не следовало ни стона, ни реакции, чувствительность исчезла. Это было не облегчение, а знак окончательной гибели тканей. Иногда при нажатии раздавался глухой пустой звук, будто под пальцами была не плоть, а полая оболочка. Граница между живым и мертвым телом начала подниматься выше щиколоток. Размытая линия серо-зеленого оттенка медленно ползла вверх. Это означало худшее. Инфекция проникла в кровь. Сепсис. Слово, которое тогда еще не имело названия, но было хорошо известно по исходу. Запах изменился. Он больше не исходил только от ног. Он появился в дыхании королевы, в испарине на ее коже. Сладковато-гнилостный, тяжелый, он заполнял комнату, впитывался в гобелены и одежду. Слуги меняли повязки и простыни по нескольку раз за ночь. Некоторые не выдерживали и выходили, закрывая лица руками. Каролина то приходила в сознание, то погружалась в бред. Иногда она говорила ясно, спрашивала о детях, о делах королевства, просила не тревожить короля. В другие часы ее разум уносился в прошлое. Она говорила с матерью, давно умершей. Уверяла, что чувствует, как холод поднимается по ногам, как будто тьма медленно ползет внутри нее. Георг II почти не покидал ее. Он сидел у постели, держа ее руку, и впервые за годы позволял себе слабость. Когда однажды ночью его пальцы случайно коснулись ее стопы, он вздрогнул. Она была холодной, не как у живого человека, а как камень. Утром врачи подтвердили то, что уже было ясно без слов. Обе стопы полностью мертвы. Ампутация больше не обсуждалась. Было слишком поздно. Королева умирала не от одной раны, а от медленного, всеобъемлющего распада. Тело, которое когда-то символизировало стабильность империи, теперь превращалось в ее самый мрачный секрет. Последние дни королевы Каролины прошли в странном, почти нереальном покое. Боль больше не вспыхивала с прежней яростью, не потому что болезнь отступила, а потому что тело утратило способность чувствовать. Нервы молчали. Плоть, еще недавно пылавшая огнем, теперь была холодной и чужой. Распад победил. В начале декабря 1737 года ее дыхание стало редким и прерывистым. Каждый вдох давался с усилием, каждый выдох сопровождался тихим влажным хрипом. Врачи уже не делали записей. Им было нечего лечить. Они лишь наблюдали, как жизнь медленно покидает тело. В ночь перед смертью в покоях было необычайно тихо. За окнами падал снег, приглушая звуки Лондона. Георг II сидел у постели, держа руку жены. Каролина пришла в сознание ненадолго. Достаточно, чтобы посмотреть на него и прошептать, что не боялась смерти. Она боялась только оставить его одного. Под утро дыхание стало ровнее и вдруг остановилось. Без крика, без судорог. Королева умерла. Но даже после смерти ее тело не принесло утешения. Ноги, полностью охваченные сухой гангреной, оставались забинтованными. Их не показывали даже при омовении. Слуги работали быстро и молча. Кожа рвалась под пальцами. Запах не исчезал. Его пытались перебить благовониями, уксусом, дымом трав, но он все равно оставался, как последнее напоминание о том, что произошло за закрытыми дверями. На публике Каролина предстала спокойной и величественной. Богатые ткани скрывали разрушенное тело. Лицо было покрыто слоями пудры и румян. Для подданных она умерла достойно, как и должна умирать королева. Правда осталась в записях врачей и воспоминаниях слуг. Королева, сломленная не врагами и не заговорами, а медленным унизительным распадом собственного тела. Женщина, державшая империю в равновесии, была побеждена тем, что невозможно контролировать ни властью, ни титулом. История Каролины Ансбахской – это напоминание о том, что даже самые могущественные фигуры остаются уязвимыми, и что иногда конец приходит не с громом и кровью, а тихо, начинавшись с боли в стопе и запаха, который невозможно забыть.